Здравствуйте, мои дорогие друзья, мои дорогие любимые подписчики и гости канала, те, кто, быть может, случайно открыли это видео и заглянули на канал Таро Немо. Таро расклад. Что скоро произойдет? Что вот-вот случится в вашей жизни? С чем это будет связано или с кем? Давайте рассмотрим, какие события стремятся, спешат на ваш порог. Как изменится ваша жизнь? Очень хочется эти две карты так и оставить, мои дорогие, правда? Потому что в самом начале мы выполняем сигнификацию и буквально, как будто карты торопятся. Давай, Женя, хватит рассказывать, переходи к раскладу. Но в начале у нас именно сигнификация, поэтому вот мы так плавно переходим к сигнификации. А сигнификация – это что у вас происходит прямо сейчас. Что вы чувствуете или какая ситуация уже сложилась до этого. Перемены, мои дорогие, два старших аркана, стремительные перемены. Ну и когда я делаю этот расклад, и вообще у нас 2026 год, это время таких глобальных перемен. Но делаю я в апреле. Апрель у нас месяц вообще знаковый, поэтому, может быть, то, что у вас происходит, даже если вы позже открыли этот расклад, что у вас происходит именно в апреле, каким-то образом будет оказывать влияние, как минимум, судя по карте Солнца, полгода или 6 месяцев. Поэтому расклад будет актуален и на последующий период. Мы не избежим перемен. Конечно, расклад общий, смотрят люди совершенно разные, с разной судьбой. Но, тем не менее, то, что происходит в обстоятельствах или в ситуациях нас окружающих, так или иначе, или то, что меняется у людей из нашего ближайшего окружения. Потому что два старших аркана именно об этом. Тут не только наша инициация какая-то, да, или инициатива, точнее сказать, а это именно перемены еще и в жизни людей оказывают влияние на вас тоже. Какое-то правильное взаимодействие. Или, как, знаете, жизнь с чистого листа. Вот такое сочетание. Но ведь всегда карта Солнца – это ясность. Поэтому это вы, конечно, где-то хотите ясности, добиться понимания по разным абсолютно вопросам, у кого-то напрямую. И это будет связано с внешней, опять же, обстановкой за счет старших арканов. Но и вы сами сильный человек, который готов к переменам. Возможно, с учетом этих двух карт вы уже многое прошли, уже какие-то опыты такие жизненные, точно, вы тоже оставили за спиной, и, может быть, вот какие-то иллюзии были поначалу, или был какой-то выбор, я не исключаю, что он и сейчас присутствует, но вы на это смотрите совершенно как с других позиций, потому что, да, вы понимаете, вот что вас отличает. Это тот человек, который очень осознанный, тот человек, который, ну, точно не нытик, это оптимист. И даже если, вот посмотрите, две карты, одна говорит об иллюзорном успехе, а вторая – о разочаровании. Вот это как раз мы понимаем, мы во что-то верили. Мы думали, что, ну, вот какая-то ситуация может быть со знаком минус, но этого просто не может быть. И тем не менее, опыт этот пройден. Вышло в реальности, что это может быть. В итоге какие-то мечты рухнули, мои дорогие. Представления о людях, о правильных каких-то взаимоотношениях. Принципы вам пришлось менять. Тут глобальные какие-то перемены вы уже прошли. Это вас закалило. Ваш характер, ну точно. Смотрите, карта императрицы. Это тот человек, который понимает и меру ответственности, и очень осознанный. Может быть, вы таковыми раньше не являлись. И наш расклад подойдет, кстати, как и для мужчин, так и для моих любимых девочек. Я всегда говорю, все девочки, неважно возраст. Может быть, тут все, знаете, как перемешалось. И вопросы личной жизни, у кого-то место проживания, у кого-то творчество, кто-то работу менял, а кто-то из вас уже поменял даже направление в деятельности, потому что, ну, так сложились обстоятельства. И я не исключаю, что для кого-то ситуация минусовая именно, или какая-то сложная, тяжелая, тем не менее. Ну, знаете, это как помогло все равно, да, не было бы счастья, мы говорим, но несчастье помогло. Ваша жизнь изменилась настолько, вот мы говорим, на 180 градусов. У кого-то пришлось поехать, куда вы вообще не представляли. А если и представляли, то в каком-то другом ключе или с какими-то другими возможностями. А тут, вот знаете, возможно, и вот такая, знаете, для кого-то судьба, когда
даже какая-то мечта. Или о чем вы мечтали, может быть, в юности, а сейчас смотрите в зрелом возрасте, потому что по аркану императрица действительно вот эта мера ответственности за себя, за своих близких, за своих детей, она присутствует. И человек-то молод душой, это точно. Но вот так жизнь повернулась, что, возможно, то, о чем вы мечтали очень давно. Вот говорят, даже мечтая, думай, о чем ты мечтаешь, так вот вам о чем вы мечтали когда-то, но совершенно в каком-то альтернативном варианте или в какой-то новой плоскости. Жизнь как будто это предоставила. Но я могу допустить, что не все радовало по этим картам. А почему, спросите вы? А потому что были какие-то идеалы, а сейчас они поменялись. Или ваши собственные идеалы столкнулись с какой-то реальностью, а она отличается от того, как это видели вы. Или что по вашим жизненным постулатам это было абсолютно точно правильно, а что недопустимо. Вот этот момент правильно и допустимо или недопустимо, потом обратный вариант или совершенно неправильно. Тут какая-то жизненная метаморфоза в вашем характере произошла. Кто вы? Хочется сказать по аркану справедливость, мои дорогие, потому что это всегда карта кармы. Причина и следствие. Вот хочется дополнить такой фразой, что если вы сделали что-то хорошо, вам сейчас как вот этот своеобразный долг, или вот тот, я не имею в виду долг буквально материальный, нет, потому что мы тут больше рассматриваем, началось со старших арканов и, в общем-то, продолжается. И вот то, что принадлежит вам, пусть это в какой-то другой номинации, в видоизмененном каком-то составе или даже в каких-то других условиях, но эта возможность вам Вселенная будет возвращать. Я не исключаю, что это может быть связано и с материальными делами. К примеру, все-таки, если мы говорим карта кармы, может быть, это вы сейчас занимаетесь именно тем, что, к примеру, были допущены ошибки. Ну, даже банально, не составлен какой-то документ. Отношения, которые были тоже для вас не прояснены. Мы не говорим там вторые лица или третьи лица, да, хотя тут есть и вторые, и третьи, это точно, с учетом аркана справедливость. И вы часто, может быть, и сейчас думаете, а почему вот, да, или за что, может быть, даже кто-то так думает. Мне судьба преподнесла столько препонов, столько каких-то тупиковых ситуаций. И вот вы знаете, все равно тут, наверное, основная задача, которую вы проходите, что как развивается ваша внутренняя целостность, ваша внутренняя самодостаточность. Я завершу мысль, так вот у кого-то может быть и сейчас, и может быть на последующий период еще какой-то пару-тройку месяцев вы будете переоформлять какие-то документы. Иными словами, какие-то ошибки исправлять, да? Раньше не было возможности, а сейчас как будто она есть, и нужно это сделать обязательно. Поэтому тут не совсем короткий период, всегда старшие арканы проигрываются долго, хотя я-то планировала на ближайшее где-то время, да, ну, может быть, недели, может быть, и месяц, ну, тут нам уже карты сказали 6-8 месяцев траектория нашего расклада. Хотя у кого-то могла жизнь меняться вот за предшествующий год тоже так вот очень быстро, когда вы, может быть, многое пересмотрели, от чего-то сами отказались. Вот здесь будет сейчас, знаете, как выравнивание какое-то, как по судьбе. И хочется сказать, что хоть и сигнификация, но, наверное, основное отличие, кому подойдет расклад, как я говорила, человек уже имеет степень осознанности и точно так же ответственности. Вы смотрите в будущее без страха. Вот, наверное, вот именно это отличительная черта. И правда ведь в вашей жизни вы на пороге не просто перемен, а каких-то очень счастливых или добрых перемен. Может быть, и есть еще вот тот фактор, как, да, семерка кубков, пятерка кубков. Но вот я часто по семерке, по пятерке, точнее, кубков говорю, над разбитой чашкой не рыдают, а выбрасывают осколки и моют пол, говоря словами Клаудио Пенейро, потому что лучше не скажешь. Тут уже все как карта сыграна. Все пасьянсы разложены, все партии в шахматы тоже сыграны. Чтобы там нам какие-то сложные пазлы предоставляла судьба, или вот эти какие-то проигрышные шахматные партии, когда нужен интеллект, может быть и так. Девушка выливает вот эти, а это не что-нибудь. Это в этой чаше как будто находятся все
отрицательные эмоции, все то, что дорогое, стоит рядом. Пусть это вот умещается как в одну чашу, но вот протягивая лениво ножку, она переворачивает эту чашу, и сейчас вот весь этот негатив скроется в этом омуте навсегда. Не рыдают над этой чашкой. Да пошла бы она, эта чашка. Я надеюсь, каждый понимает мой сленг. Поэтому два таких чудесных сочетания очень их люблю. Туз жезлов и туз чаш. Это приятные эмоции, это радость, а туз жезлов это вот именно действие, активность. У кого-то вы стоите не просто, и вы это можете ощущать. Потому что у вас как будто вот-вот что-то должно измениться. Или пусть это меняется в пространстве. Это ваше ощущение. Это то, что сложно передать словами. Но, скорее всего, кто остается смотреть мое видео, вы именно, может быть, и чувствуете вот эту прелюдию перемен. И остаетесь дальше смотреть наш расклад. Вот такая сигнификация необычная. И вообще, необычный расклад. Я сейчас соберу эти карты. И дальше мы рассмотрим с вами 3 позиции основных. Достанем на каждую позицию. Это не есть карты выбора. Нет. Это мы просто попробуем. 6 это у нас, во-первых, всегда как вершина активности, действий. Почему всегда 6? Это как число победителя, да, если мы говорим по нумерологии. Вот первое, то, что мы спросим. Что скоро случится в ближайшее время? Что скоро произойдет в вашей жизни? Но мы поняли, что дистанция 6-8 месяцев. Итак, первая позиция. Что там скоро у вас случится? С чем это будет связано? Возможно, и с кем, мы еще пока не знаем. Просто достаем 6 карт. Пусть нам карты дадут подсказку. Вторая позиция, второй вопрос. События на пороге. Какие события? Вот именно события, то, что связано не с вашей инициативой, а то, что вы не можете изменить. Так вот, какие события, мои дорогие, идут на ваш порог? Тоже достанем произвольно 6 карт. Что же там на вашем пороге будет уже, может быть, завтра? И третья позиция. Как изменится ваша жизнь? Как она изменится? К чему все идет? Или к чему приготовиться? Хочется сказать, наверное, раз мы с вами живем в эпоху перемен, и я часто говорю, жизнь не бывает полностью предсказуема. И порой напоминает игру в покер. Иногда приходится блефовать, но вот чаще-то выигрывать той картой, которая выпала или которая уже есть в наших руках. Что скоро случится? Что скоро произойдет? Работа, мои дорогие. Хотя тут может быть и работа над отношениями. А вот смотрите, нам уже первый триплет как будто показывают, видите? Да, может быть это отношения, может быть это контакты. Вообще по этой карте ждите новостей, которые будут касаться именно документов, важных встреч, каких-то важных контактов. Возможно, это будет еще какой-то период в ближайшее время, когда, ну, знаете, как стиснув зубы, хочется сказать. Почему? Потому что карта рутины. Да, она одна из лучших карт в колоде на деньги, на работу. Но это наша активность. Может быть, вы устали. Я такое могу допустить, особенно по двойке пентаклей. Возможно, вам что-то надоело. Жонглер, да? Как будто туда-сюда. Надоело, может быть, сидеть, словно на 2 стульях одновременно. И пока ничего невозможно с этим сделать. Хочется уже быстрее. Или уже, чтобы какая-то ситуация была доведена до логической точки. Или уже что-то прояснилось. Но, видимо, что скоро произойдет. Вот не так быстро. Вы вынуждены. Тут будут перемены, безусловно. Потому что карта двойка пентаклей, тем не менее, нам говорит, будь легок на подъем. И вот с чем это может быть связано? Потому что это вроде как мы занимаемся настойчиво, уверенно, каким-то вопросом, да, вот все то, что касается именно вашей деятельности, работы, или если в отношениях кто-то смотрит, то, конечно, любые отношения, они строятся, когда есть взаимообмен. Если нет этого взаимообмена, есть какое-то ожидание, ну, давайте честно скажем, это не совсем взаимоотношения, это уже какая-то игра. Я не исключаю с двойкой пентаклей, что вы включились в эту игру по разным причинам. У кого-то еще предстоит, допустим, заключение документа, или кому-то еще предстоит разобраться по весьма важным вопросам, которые именно материального мира. Деньги, жилье, ну, какие-то, может быть,
проблемы, вопросы, которые, ну, нельзя их сказать, нет, этого не было, или меня это не интересует. Но, видимо, вам предстоит в ближайшее время как услышать какую-то информацию. А для кого-то буквально быстро собраться, отправиться и видоизменить свои планы. Будь легок на подъем, говорит нам двойка пентаклей. Давайте откроем следующий триплет. Ну точно, я уже видя, что еще следом у нас идет десятка жезлов, ведь это всегда, когда вот эта рутина где-то, да, она нас настолько затянула, что именно в этой колоде девушка уходит. Уходит, потому что нет смысла, нет интереса, есть усталость. Карта сама по себе говорит именно об усталости, о том, что да, у нас на какой-то период сил хватит выдержать, но ровно на то, чтобы из этого уже хорошо знакомого создать базис, а потом как будто заново оттолкнуться. Ух ты, да точно. Аркан справедливость. О, восьмерка чаш. Все то, что я сказала, карты подтверждают. Посмотрите, по справедливости мы уже видели и говорили с вами по сигнификации. Тут действительно будет что-то меняться у каждого по-своему. Туз жезлов часто это, как и ей сама по себе, шанс, возможность, но и наше действие, как минимум первое действие. Поэтому в ближайшее время, что скоро произойдет, словно придется выйти из чего-то привычного. Мы говорим из зоны комфорта, да? Комфорта — это вы совсем не обязательно чувствуете себя в каком-то релаксе или в какой-то неге. Нет, это может быть как раз надоевший сценарий. Это может быть хроническая усталость. Это может быть эмоциональное выгорание. Но это привычно. Вам это знакомо, вы знаете, что делать. Вы, в принципе, где-то, ну, как мы впряглись в какой-то сюжет или сценарий, именно впряглись, и вот мы тянем. Но мы понимаем, что в любой момент мы готовы это бросить, потому как, достигая только пика какая-то ситуация, она у вас разрешается. Может быть, это вот как с учетом аркана справедливость. Кому-то из вас придется еще некоторые вопросы решать, правда, по документам. Может быть, это взаимоотношения, которые какое-то время будут еще продлеваться, но тем не менее это прояснится. Все идет к прояснению, все идет, мои дорогие, к ясности. Поэтому где-то приготовьтесь, что у кого-то это будут, может быть, ситуации по работе, у кого-то документы, и я не исключаю контакты, может быть, с конкретным человеком, когда ни шатка, ни валка. Но вот если вам солнце прям выпрыгивала карта в самом начале по сигнификации, вот обратите внимание, вон оно, на горизонте-то солнышко. Как будто наша девушка долгое время сидела возле этого искусственного огня, и теперь пришло время идти дальше. Вот у вас совсем скоро на пороге, что скоро случится, произойдет. Может быть, это и будет с каким-то известием связано, или с каким-то человеком, или обстановка так сложится. А давайте мы немножко проясним. Вот кто смотрит наш расклад? С чем связаны вот эти события? Те, что скоро произойдут. Как все серьезно, мои дорогие. 15-й старший аркан дьявол. Мы говорили рутина. И вот у нас тут человек показан, надеюсь, это видно. Как он в состоянии марионетки. Ну, без обид. Мы просто с вами говорим о карте. Ну, я знаю, на моем канале больше как раз людей, реалистов и тех людей, которые имеют богатый жизненный опыт. И пусть вам и лет-то не так много, кто-то не в зрелом таком возрасте, да, когда уже действительно, ну, большая, может быть, часть жизни пройдена. А пусть вы даже вам 20 лет, 30 лет, но опыт тот, который вы пережили, может быть, он был тяжелый и внезапный. Он изменил и вас, изменил вашу жизнь. Вы очень мудрые. Поэтому вот тут действительно мудрость вот эта заставляет, да, вот у нас тут человек, пусть аркан дьявола, да, как будто дергает человека за веревочки, но человек-то ведь понимает, он голову обхватил руками и как будто думает, как же мне вырваться, как мне выбраться словно из твоих лап. Вот какая-то зависимая ситуация, что скоро случится. Она будет шаг за шагом у вас проясняться. Ну, как будто всплывать пора, так и хочется сказать. Девушка тоже где-то, вот посмотрите, как этот человек, я надеюсь, видно, да, обхватил руками голову и думает, ну, когда же это все завершится. С
Страшный суд. Еще один старший аркан. Не говорят нам о конкретной сфере жизни, но говорят о том, что это вот как будто где-то как на дне, да, может быть, у кого-то и правда такая ситуация, когда вы не можете, ну, никак не получается выйти из финансовой бреши, заключить какой-то договор, подписать документы, разобраться в отношениях. У каждого будет что-то свое по старшим арканам. Но уже девушка тоже представляет, как этот человек, который как будто спрыгнет с этого крючка, так и девушка как будто оттолкнется от этого дна и всплывет к солнцу, к поверхности. Два старших аркана, кстати, очень добрая карта. Выздоровление, избавление от боли, избавление от страданий. Но по десятке мечей всегда хочется сказать, назвать точнее эту карту, как называет Колет Барон Рид. Известный психолог, таролог с большим стажем, у нее много колод и изящное завершение. Вот скоро вы что-то изящно завершите. Почему изящное? Потому что если здесь нам обе карты говорят о зависимой ситуации или в которой мы оказались по разным причинам, то теперь уже это тоже близится к концу. Перемены. У кого-то это будет связано с получением либо документа, с важным человеком, причем тот человек, который, он вам может что-то предложить, но делать он за вас не будет. Тройка Пентаклей, будьте готовы к тому, что вы можете оказаться в новой общности. В вашу жизнь будут приходить новые люди. Для кого-то из вас это будет как работа в новой команде, вот да, как новый коллектив. Может быть, вы ничего не меняете, вокруг вас что-то меняется. Но хочется сказать, ваша задача стать вот этим магом. Хотя мы спросили, что скоро случится, что произойдет. Должна сказать для ясности, иногда аркан мага будет свидетельствовать, к примеру, о человеке, который рожден либо под знаком Девы, либо под знаком Близнецы, мои дорогие. Должна сказать, потому что в преддверии того, что у нас совсем скоро Уран перейдет в знак зодиака Близнецы, поэтому для кого-то из вас, или может быть эти люди имеют асцендент в одном из этих знаков, может быть и подобный контакт у вас есть с кем-то, ну тогда вам нужно быть как будто наравне. Может быть это ситуация для кого-то из вас, если мы рассматриваем 15-й аркан и говорим, да, с чем, с кем, почему так происходит. У кого-то это может быть как по Сатурну, мои дорогие. Ну, здесь у нас 15-й аркан, это Козерог, и поэтому вполне вероятно мы говорим, да, вот по Сатурну какая ситуация может меняться. Смотрите, я вас сразу с учетом планетарных транзитов могу так немножко определить. У нас в конце апреля, и неважно, когда вы раскрыли расклад, значит, немножко отлесните, как будто открутите киноленту собственной судьбы назад. Может быть, и подсказок будет больше, когда вы что-то проанализируете. Поэтому, скажем так, в конце 2025 года, когда у нас был захон Урана в Близнецы, у вас могло что-то начать меняться. Ну, это где-то осень, возьмем лето даже. Да, то есть вот что-то там вот как предвестники, прелюдия вот этих перемен была. Или у вас где-то, ну, как достигает ситуация пика как раз апрель-май, потому что у нас переходит Уран в знак Близнецы. И конец апреля, пусть это 26 апреля, а это будет где-то май месяц, который будет, ну, как-то связан с этими энергиями. А если мы говорим по Сатурну, вот какая-то история из прошлого, а правда, нам здесь выпадает все-таки аркан справедливость. Мы сказали причины и следствия, поэтому тоже неоднозначные события, не на ближайшие дни, мои дорогие. Скорее всего, это то, что с учетом, да, аркана дьявол, я могу предугадать, будет продолжаться. Или какая-то история будет проясняться с работой, с переездом у кого-то в отношениях, как минимум до конца июля. Приготовьтесь к этому. Такой у вас расклад. Тут именно события, или именно люди, или то, что нас окружает, будет отчасти формировать будущее. Вот как-то так. События на пороге. Давайте перейдем ко второй позиции. Что? Аркан влюбленный. Не получится у вас от чего-то отказаться. Вам придется что-то рассматривать, передумывать. Поверьте, с четверкой мечей придется много раз как будто
чистку наводить у себя в своей ментальности. Может быть, кому-то на бумаге раскладывать некоторые позиции и вопросы, потому что явно будет что-то продолжено. У кого-то это может касаться работы, мои дорогие, а у кого-то это может касаться и взаимоотношений тоже. Это как люди, которые, может быть, это на какой-то... Это мы на пороге спрашиваем. Что спешит на ваш порог? Я допускаю, у кого-то как по работе возвращается возможность, или вас куда-то приглашают, или о вас вспоминают, вот я такого тоже не исключаю. А у кого-то это выравнивается, может быть, по части личных отношений. И не обязательно тут ситуация именно любовная какая-то, да, хотя, конечно, аркан влюбленный в первую очередь об этом. Но это могут быть ваши близкие. У кого-то это могут быть партнеры по бизнесу. Хотя больше, конечно, вас здесь будет что-то радовать. И почему вот мы что-то не отменим? Опять же, по рыцарю жезлов, мои дорогие, будь готов к неожиданностям. Зачем вам это нужно? Карта победителя. Потому что следом, следует победа, более того, она по судьбе. Судьба вот вами рулит так, как, видимо, прописано в ваших небесных сценариях или в небесных невидимых скрижалях вашей судьбы. Мы от чего-то тут никак не уйдем. Мы вынуждены будем что-то продолжать. Почему я так уверенно говорю? Потому что старший аркан влюбленный говорит, сепарация – это только иллюзия. Будьте готовы к этому. Какая-то вот победоносная история лично ваша, которая вам как судьба возвращает, а может быть за предыдущий вот такой сложный период, да? Ну и по сигнификации это там тоже было все непросто. У каждого тут немножко свое. Это вы вынуждены были пройти какой-то очень сложный путь проб и ошибок. И вот, наверное, окончательно, зачем все это было нужно, вы будете узнавать в ближайшее время, в ближайшие дни. И это все как по судьбе. Очень добрые карты. Вам тут как высшие силы будут помогать, но придется договариваться. Иерофант – это мудрец, это философ. Вам как будто ступенчато вот так, да, как на этой карте изображены, ступеньки. Вот эта победа, это, знаете, как не реванш, это не есть как на таран пойти, нет, это подняться вот по этой высокой лестнице, ступенька за ступенькой. Причем поднялся на одну, остановись, отдышись, осмотрись, и только потом иди дальше. Здесь, несмотря на то, что вокруг по рыцарю жезлов могут происходить метаморфозы в жизни ваших близких, знакомых, друзей, партнеров по бизнесу, или пусть даже партнеров по браку, или там с их родственниками связано. Но вот эта продуманность, потому что вы можете быть как тот человек, который прошел очень сложный опыт. И то, что для вас само собой разумеющееся, а для других только в новинку. Вот, кстати, я такое могу допустить. Вы кому-то будете нужны, мои дорогие. Это такие события на пороге. Вы именно от этого не можете отказаться. Может быть, это и связано с кем-то из близких, родных людей. Но, может быть, это и какой-то проект, когда есть и ваша заинтересованность. Как изменится ваша жизнь, что будет меняться. По семерке Пентаклей снова нам говорят, тут не будет что-то очень быстро. И вот смотрите, следующий у нас 13-й старший аркан. Называется перерождение. Вот все то, что я сейчас сказала, с учетом вот этой лестницы. И это, кстати, лестница отождествляет иерофант как лестница иерархии. Лестница порядка, ведь по иерофанту это законы, какие-то документы, важные встречи, согласования. Это это где-то даже может быть сравнимо с тем, как, знаете, вы находитесь в другой какой-то ситуации, в другой стране, в другой общности, в среде, когда другие законы действуют, когда другие правила, когда вообще менталитет другой, и вам придется подстраиваться вот по этой лестнице. Ну, просто примите, это ведь старший аркан всегда дает совет. И еще, видимо, что будет меняться? Мы уже думали вот по семерке Пентаклей, да, как человек растит дерево. Денежное дерево, мои дорогие, и за ним нужно ухаживать. И вот тот проект, который у вас еще не развился по максимуму, как будто будут снова что-то меняться. Будьте к этому готовы. Вы еще не все перемены видите. Ну, наверное, мы люди, поэтому мы и смотрим Таро расклады
чтобы где-то себя правильно настроить. Но и ту ситуацию, которую мы даже с образами карт с вами как будто переболели, прошли, продумали. Мы ведь внутренне уже более готовы к тому, если это каким-то образом будет напоминать то, что происходит в реальности. Да, это такая, знаете, если можно так назвать, генеральная репетиция, потому что будьте просто готовы, что будет меняться. Тот проект, который вы как взращиваете, тут возникнут некоторые составляющие, когда для вас будет совершенно очевидно, что от чего-то нужно отказаться, по-другому не пойдет. Или по-другому не будет что-то складываться. И опять же, старший аркан. Я надеюсь, все правильно понимают, не про смерть. Вот очень красивая карта в этой колоде. Вот посмотрите, звезда. Звезда, как путеводная звезда, она как будто бы уже у вас есть. Но есть и то, что вам вчера еще казалось как совершенно необходимым, а уже сегодня неважно. И это тот вопрос, к чему все идет, или как изменится ваша жизнь, что же тут будет меняться. Тут вокруг вас будет многое меняться. И вот посмотрите, мои дорогие, да, вот мы сказали семерка пентаклей. Вроде бы как мы ведь понимаем, да, что какой-то, ну, или работу мы проделали, или путь какой-то пройден. Жалко ведь от этого отказываться. А, видимо, придется что-то пересмотреть. Потому что в ближайшие, может быть, месяцы, недели что-то будет меняться. Будьте к этому готовы. И самое главное, восьмерка мечей, карта искаженного восприятия. Не должно быть искаженного восприятия. Не должно быть каких-то эмоций. Вот приготовьтесь к этому, потому что это будет связано с переменами. Что-то завершается, мои дорогие. У нас могут быть сожаления, но именно в этой карте нам говорят, мы как будто представили себе, как вот эта девушка, да, она что-то надумала, именно надумала. А видя в зеркале, художник нам изобразил совершенно не ту картину, в которой, ну, как пространство, где она находится. Мы как будто слишком увлеклись, может быть, каким-то информационным потоком. Или мы находимся как во власти предубеждений, да, или мы как будто чувствуем, что мы чего-то не видим, не знаем, связанные руки, что-то мы не можем сделать, а на самом деле открой глаза, говорит эта карта. Вот вам придется еще какой-то путь, будьте готовы пройти или стать. Может быть, иногда так в жизни бывает, за одно мгновение мы становимся не то что реалистами, а мы уже видим какую-то реальность без прикрас. Вот так растет ваша сила. И вы знаете, вы с чем-то не будете соглашаться. Лицо девушки, посмотрите, делится как будто на часть, как львиная грива, ну и часть ее лица. Очень приятного, красивого. Лев – это всегда про образ эмоций. Но не случайно тут у нас лимни ската, как будто на предплечье у девушки. Вот этот маг. У кого-то из вас вот такая сложная ситуация может касаться взаимоотношений. Ну, почему я так говорю? Потому что карта мага – это как карта практика, но это больше мужские энергии. А карта сила – это все-таки мы чаще говорим женские энергии. И я, кстати, должна сказать, маг очень часто изображается, я уже сказала, близнецы или дева. Ну, тут я немножко схусила, потому что не очень часто, далеко не во всех колодах, но если маг, мы говорим Меркурий, дева или близнецы. А эта карта соответствует Солнце в Деве и критическое мышление. Поэтому для кого-то это два разных человека, которые сложные люди, мои дорогие. У кого-то будет касаться взаимоотношений, может быть, по работе, у кого-то в личной жизни. Договариваться как будто придется, а договариваться не хочется. Вот такой момент. Причем в этих договоренностях будут те компоненты, которые тоже вам придется осознать какую-то реальность, когда вот вы что-то сделать не можете. Все-таки 13-й аркан – завершение. Есть у меня такая колода Таро ангелов-хранителей, там 13-й старший аркан, называется «Отпускай». Отпускай, потому что приходит на смену колесо фортуны. И девятка мечей. Мы как будто, это одинаковые, по сути дела, карты. Восьмерка, девятка, искаженное восприятие. И везде глаза закрыты. Посмотрите, либо завязаны, либо девушка сама закрывает эти глаза. И, как правило, птицы. Много информации, сбивчивой информации.
Не должны попасть в просак, мои дорогие. Может быть, не должны подзастрять. Все-таки обе карты будут говорить об ограничениях. Ограничения, потому что мы чего-то не видим. А посмотрите, сопровождают две вот такие карты, скользкие, какие-то мутные. Два старших шикарных аркана. Как будто дело может принимать полярные стороны. Есть ваш плюс, есть ваша сильная сторона. Более того, карта удачи, карта фортуны. Но мы можем не придать этому значения. Или мы можем вот словно быть во власти собственных предубеждений. Вот как будто правильно вот так, а по-другому нет. А тут у нас 13-й аркан и говорит, а ты свое правильно, неправильно. Придется тебе пересматривать, от чего-то отказаться. Это все то, о чем мы говорили. Давайте все-таки я немножко проясню, между чем и чем, как будто будет выбор. Или что же тут будет меняться, в какой сфере жизни. Ведь опять же карты не сказали. Смотрите, 6 карт и 3 старших аркана. Вот тебе раз, да, аркан умеренности. Я должна сказать, пусть не в этой колоде, в другой. Но вообще создание аркана умеренности, он связан с историческим фактом. Те, кто смотрит мои расклады уже так давненько, может быть и на других каналах, слышали явно об историях Лудвига, король Франции, франков, точнее не Франции, франков, династии Меровингов, который много столетий тому назад воевал с готами и оказался зажатым между рекой Рейн и войском готов. И понятно, он бы погиб, и его войско, но на то и был король, что он взял себя в руки. Ведь здесь нам как раз и показывают о том, что мы об этом говорили. Придется хладнокровно оценить за и против, плюсы и минусы. Вот как этому Хлодвигу, который долго думал. Он прогуливался вдоль Рейна и, как анализировал, что же я могу сделать, когда ничего сделать уже нельзя. Вот как-то так. И вот, знаете, подсказка, вот будьте внимательны к подсказкам. Поэтому я вспомнила и сейчас вам рассказываю. Тут может быть подсказка как из ниоткуда. Или то, что на уровне интуиции. То, что на уровне пока, чего-то, что мы не можем просчитать до точки. Так как вот этот Хлодвиг увидел ирис, желтые болотные цветы, которые растут вдоль Рейна и уходят вглубь реки. И наблюдательность именно помогла Хлодвигу. Вот и вам надо быть наблюдательным. Он знал, что цветы, к примеру, растут на мелководье. И даже та сумасшедшая идея, которую невозможно заранее просчитать. Но он решил переправиться. Не попробовать ли мне переправиться с войском вброд? Да, ведь гарантий никаких. Но тем не менее, он именно поэтому вошел в историю. А с тех пор вот эта лилия болотный рис, маленькие желтые цветы, превратилась в геральдическую лилию. Это мощный символ. Много символов в нашей жизни, но не все остаются на века. Так вот, геральдическая лилия, она признана в очень многих религиях мира. Вот такую историю имеет этот аркан умеренности. Почему подробно? Вот помните, может быть, эту историю, когда вам, как тому Хлодвигу, знаете, как уцепиться за что-то придется. Потому что вот такой выбор сложный может быть. С чем же это еще связано? С миром, мои дорогие. Благополучие. Решение каких-то очень важных вопросов. Но я, конечно, надеюсь, что будет установлен мир. В ближайшие месяцы, это точно. Но, может быть, в ближайшие недели. Так складываются планетарные транзиты, я в это верю. Что, знаете, как будто сама Вселенная будет, может быть, подталкивать сильных миров всего к тому, чтобы вот, какой-то баланс как минимум был установлен. Чтобы раздрай вот этот, да, какой-то был закончен мир. Но и если мы говорим лично о вас, ведь тут тоже может быть как открытые границы, когда нет ничего невозможного, когда придется, да, договариваться, но 21-й старший аркан – это уже итог. Все стремится к какому-то итогу и одновременно балансу, взаимодействию, но в другом каком-то ключе. И посмотрите, значит, оно того стоило, да, пройти, потому что сколько карт мы достали, посмотрите, 5 старших арканов. Так работает ваша фортуна. Перекладывайте на себя, мои дорогие, а я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за ваши душевные комментарии, за вашу
поддержку и помощь моего творчества. Мне искренне это очень приятно. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, читайте публикации на моем сайте. Ссылки я оставлю в описании под видео. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.